Всем привет! Представляю вашему вниманию сумочку для телефона, которую вы можете связать своими руками в комплект к нашей трендовой косынке. Связать такой аксессуар можно всего за вечер. Справится даже новичок. С основными узорами уже знакомы те, кто связал косынку по предыдущему мастер-классу. Если вы его не видели, ссылку найдете в описании к видео. Для вязания сумочки вам хватит 50-граммового клубочка, а скорее всего его хватит и на 2 таких сумочки. Для сумочки подойдет и жесткий хлопок. Например, фиалка. Думаю, у многих лежит без дела такой клубочек. Ну а теперь сам мастер-класс. Приступаем к вязанию. Оставляем небольшой хвостик нити. Делаем начальную петлю. И набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заводим крючок в первую воздушную петлю нашей цепочки, протягиваем через нее рабочую нить и заводим ее в последнюю воздушную петлю. Проводим крючок под кольцом, выводим рабочую нить наверх. Оборачиваем хвостик нити вокруг кольца, заводим ее за крючок и тогда уже провязываем столбик без накида. Набираем в это кольцо не 16 столбиков с накидом, как мы вязали для косыночки, а на 8 больше. Мы набираем 24 столбика. Второй столбик, третий столбик, четвертый столбик. Столбики располагаем поплотнее, чем на косыночке, чтобы вошли все 24 столбика. Четырнадцать, 15. Подкладываем хвостик дальше вокруг колечка. 24. Вот так вот плотненько я навязала столбиков. Делаю соединительный столбик в первый столбик на кольце. Почему я решила связать такое плотное колечко? Мы на наш цветок будем все время укладывать тяжелый телефончик. И чтобы наши столбики на серединке не разошлись, колечко будет провязано вот таким более плотным рядом. Теперь вяжем арки для первых лепестков. 3 воздушных петли подъема заменят нам столбик с одним накидом и 3 воздушных петли для арки. Пропускаю 2 столбика внизу и в третий провязываю столбик с одним накидом. Беру накид и в третий столбик провязываю сначала накид, потом 2 петли с крючка. 3 воздушных петли, накид, 2 столбика внизу пропустила, в третий провязываю столбик с одним накидом. Пропуская по 2 столбика внизу, у нас должно получиться 8 арок. 3 воздушных петли, 2 столбика пропустила, столбик с одним накидом. 3 воздушных петли, 2 столбика пропустила, столбик с одним накидом. Так довязываем до конца ряда. А хвостик нити можно либо завести дальше в колечко, либо обрезать. 3 воздушных петли последней арки соединяем с третьей воздушной петлей цепочки, которая нам заменяла первый столбик с накидом, и провязываем соединительный столбик. Наши арки для 8 лепестков готовы. 1 петля подъема, вяжем первый лепесток, столбик без накида и 5 столбиков с накидом в первую арку, второй, третий, четвертый, пятый. В эту же арку провязываем столбик без накида, так же, как мы вязали в косынке. В следующую арку вяжем столбик без накида и 5 с одним накидом. Первый, второй, третий,
4, 5 и столбик без накида. Так провязываем все лепесточки в этом ряду. Довязали последний лепесток, и пока мы его довязывали, наша петелька подъема уже стала совсем маленькой, но мы ее всегда вот найдем в начале ряда, делаем соединительный столбик, завершая вязание этого ряда с этой петлей подъема. Даже если она стала очень маленькой, ее все равно всегда можно найти и немножечко вытянуть. В начале ряда 1 воздушная петля подъема. Теперь вяжем арки для второго ряда лепестков. Переворачиваю цветок и первый столбик без накида вяжу в другом, удобном мне направлении, на столбик с накидом под первым лепестком. Делаю 5 воздушных петель, 4, 5. И теперь мне уже удобно провязывать столбики без накида следующего ряда в правильном направлении. Столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. Переходим к следующему столбику под первыми лепестками и на него провязываем снова столбик без накида. 5 воздушных петель. Переходим к следующему столбику, заводим крючок под лепестки, провязываем столбик без накида. Так провязываем до конца ряда. Пока можно видео поставить на паузу. Последнюю арочку мы соединительным столбиком соединяем с первым столбиком, провязанным под первым лепестком. 1 воздушная петля подъема. Ряд следующих лепестков точно такой же, как мы провязывали в косынке. 1 столбик без накида, 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 столбик без накида. И переходим к вязанию следующего лепестка. 1 столбик без накида, 7 с накидом. 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Поставьте видео на паузу и провяжите так все лепесточки до конца ряда. Я довязала лепесточки второго ряда, и теперь мне нужно снова сделать соединительный столбик с петлей подъема в начале ряда. Посмотрите, она какая маленькая, но я помню, что она у меня тут есть. Нахожу ее вот так вот острым носиком крючка, подлезаю под нее и делаю соединительный столбик, соединяя начало и конец ряда. Снова 1 воздушная петля подъема, и нам теперь нужно провязать следующие арочки для третьего ряда лепестков. Арочки мы будем провязывать по 7 или по 6 воздушных петель. Можно провязать по 7. Но вот в этой сумочке я провязала по 6, и мне, в принципе, понравилось. Вот смотрите, вот это вот место между листочком и арочками с пико, в принципе, хорошего размера. Большой необходимости больше вязать нет. А вот у этой сумочки, вот она ровно на 1 воздушную петлю и побольше вот эта вот арочка. То есть можно провязывать и по 7 воздушных петель в следующей арочке, и по 6, если хотите, чтобы было чуть-чуть поменьше вот это вот окошечко. Итак, столбики без накида для арок провязываем на столбики между первыми и вторыми лепестками. Вот сюда. Поворачиваю цветочек, завожу крючок между лепестков и провязываю первый столбик без накида. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. И провязываю следующий столбик без накида, уже в правильном направлении, между лепестков. Снова 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Отогнула лепесточки и провязываю столбик без накида. Думаю, здесь у вас сложностей возникнуть тоже не должно. Вообще, это изделие, мне кажется, достаточно простым, но эффектным. Довязываем ряд с арками до конца. Последнюю арку соединяем соединительным столбиком с первым столбиком, провязанным в этом ряду. 1 воздушная петля подъема. Вяжем третий ряд лепестков, точно так же, как мы вязали в косынке. 1 столбик без накида.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Один столбик без накида. И так повторяем еще 7 раз. Столбик без накида, 9 столбиков с накидом, 7, 8, 9. Один без накида. Поставьте видео на паузу и закончите последний ряд с лепестками. Так же, как предыдущие ряды с лепестками, завершаем соединительным столбиком с петлей подъема в начале ряда. Провязали соединительный столбик. Следующий ряд с арками. В арочках провязаны по 2 пико. Мы вяжем по такому же принципу, как вязали в косынке. Но арочки будут поменьше. Сначала провяжем столбик без накида. Здесь же, где мы находимся, между лепестками, получается, что этот столбик без накида провяжу рядом с петелькой. Вот так вот, видите, у меня вот тут вот идет петля подъема, а я зайду между этой петелькой подъема и последним столбиком. И провяжу столбик без накида. Вот так вот. Теперь вяжем арку с 2 пико. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так же, как в косынке, возвращаемся в 5-ю от крючка, ну, или во 2-ю от начала. Вот 1 петелька пропустили мы, 2-ю провязали. Пико провязываю так же, как провязывала в косынке. 2 ниточки у меня идут над крючком и 1 под крючком. И так пико у нас не разойдется широкой петлей, а будет крепко сидеть на своем законном месте. Провязали. Снова набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова в 5-ю от крючка или во 2-ю от пико. Провязываем снова пико соединительным столбиком. 2 воздушных петли. 1, 2. Между лепестками, между столбиков без накида провязываем столбик без накида. Вот у нас такая маленькая арочка. Похожа на уши Микки Мауса. Вяжем следующую арку точно так же. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возвращаюсь в 5-ю, провязываю соединительный столбик. Снова 6 воздушных петель. 6. Возвращаюсь в 5-ю от крючка или во 2-ю от пико. 2 воздушных петли. Завожу крючок между 2 лепестков, провязываю столбик без накида. Продолжаем так до конца ряда. Последнюю арку, так же как всегда, соединяем с первым столбиком без накида в этом ряду с соединительным столбиком. И вот такая вот красота у нас с вами получается. Такая же чудесная и прекрасная, как мое настроение. Сегодня мой сын первый раз в жизни полностью самостоятельно приготовил ужин. Представляете, какое у меня хорошее настроение? А мы с вами продолжаем вязать. И при вязании следующего ряда набираем 4 воздушных петли подъема, которые будут нам заменять столбик с 2 накидами и 2 воздушных петли для арки. А вот сейчас будет секретный секрет. Нам нужно провязать столбик с 2 накидами между пико и столбик с 2 накидами на каждый столбик без накида. И вот смотрите, если мы провяжем столбик с 2 накидами вот так между пико, они у нас потихонечку все завернутся точно так же, как на косынке на фотографии из интернет-магазина внутрь. Вот 2 воздушных петли и столбик на столбик без накида.
ряд будет тянуть, и пико будут поворачиваться внутрь сумочки. И вот он, секретный секрет. Зафиксировать арку так, чтобы она не могла повернуться внутрь сумочки. Для этого мы арочку вот так вот к себе поворачиваем. Берем 2 накида и провязываем сквозь петельку, которая посерединке, первый накид, второй накид и 2 петельки с крючка. 2 воздушных петли. Видите, как у нас пико наклонились вперед? И на столбик без накида обыкновенный столбик с 2 накидами. Посмотрите, какая хитрость. Этот секрет не бесплатный. С вас лайк и комментарий. 2 воздушных петли и приступаем к следующему секретному столбику. Поворачиваем арочку с пико к себе, находим среднюю петельку. Вот у меня опять также 2 петельки сверху, 1 под крючком. Вывожу рабочую нить, провязываю первый накид, второй накид и 2 петли с крючка. 2 воздушных петли. Провязываем столбик с 2 накидами на столбик без накида. 2 воздушных петли, двойной накид и следующий секретный столбик. Повернула и в серединку провязала. 2 воздушных петли. Вот благодаря тому, что у меня именно вот так провязаны вот эти столбики, вот эти пико торчат наружу. И если даже наша сумочка потянется, растянется, эти пикушки никогда не захотят повернуться внутрь сумочки. И если вы решили вязать косыночку с пико, как на фотографии из магазина, воспользуйтесь этим приемом, и тогда ваши пико будут торчать наружу, а не внутрь. Поставьте видео на паузу и довяжите ряд с секретными столбиками до конца. Еще раз покажу секретный столбик. Двойной накид, перевернули арку с пико и в серединку арки провязываем первый накид, второй накид и 2 петли с крючка. 2 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. В 4-ю воздушную петлю в начале ряда провязываем соединительный столбик. Вот такая корзиночка у нас с вами сейчас получается. Цветок внизу, сеточка пошла наверх. Если вы решите вязать сумочку только из маленьких клеточек, вы провязываете все точно так же, только в начале ряда набираете 3 воздушных петли и 2 для арки, а дальше пойдут столбики с 1 накидом. Так, какой вариант мы будем вязать? Мы будем вязать вариант по очереди маленькая клетка и большая. Поэтому сейчас 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. 3 воздушных петли заменят нам столбик с 1 накидом. 2 воздушных петли для арки. И теперь на каждый столбик мы провязываем по столбику с 1 накидом. Можно провязывать обычным способом. Вот так. И тогда у нас между каждым столбиком будут получаться такие дырочки. Обычный способ. В косынке мы вязали обычным способом. В 2 своих сумочках я связала те же самые столбики с 2 накидами, с 1 накидом, но провязывая их немножко по-другому. Я ввожу крючок в середину верхних полупетель над столбиком, прихватывая еще 1 ниточку от столбика. Вот так вот раз, и у меня прихватились 2 ниточки. Первая, вторая. Провязала накид, затем 2 петли с крючка, 2 воздушных петли. Между всеми арками всей сумочки у нас всегда по 2 воздушных петли. Беру накид, завожу крючок, немножко вот так вот сверху вниз по диагонали, и у меня прихватывается 2 ниточки. Ну, каждый раз за этим нужно приглядывать, посматривать. Но вы вяжете в более удобном положении, чем я, и вам, думаю, это будет несложно. Следующий столбик провязываем. И вот у нас получается какая разница. То есть эти же столбики, но вид у них немножечко выглядит, по-моему, аккуратнее. 2 воздушных петли
столбик с одним накидом на следующий столбик с двумя накидами. И так довязываем до конца ряда. Завершаем соединительным столбиком с третьей воздушной петлей в начале ряда. Следующий ряд у меня из столбиков с двумя накидами, поэтому я делаю 4 воздушных петли подъема. 1, 2, 3, 4 и 2 воздушных петли для арки. 5, 6. Двойной накид и провязываю таким же способом в середину верхних полупетель столбик с двумя накидами. 2 воздушных петли, столбик с двумя накидами. 2 воздушных петли, столбик с двумя накидами. И вот такое чередование у меня получается. Высокие клеточки, низкие клеточки, высокие клеточки, низкие клеточки. Так, вяжем всю сумочку на необходимую длину, примеряя к своему телефону. Я взяла у сына телефон и примеряю. Вот сколько мне еще нужно вязать высоту. И сейчас я померяю телефон, вам покажу, как он выглядит в розовой сумочке. Мальчишеский телефон. Если вы вяжете большими клеточками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, так выглядят клеточки через одну, большая, маленькая. Итак, сколько тут всего рядов? Это вот ряд с пико. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть из-за маленьких клеточек на один ряд сумочка выше. Ну, по размеру, конечно, эти сумочки обе одинаковые. Встречаемся с вами, когда провяжете полную высоту своей сумочки. Я провязала 11 рядов сетки, примеряя к телефону. Мой телефон примерно такого же размера, как телефон сына. Когда мы примеряем телефон к нашей сумочке, мы всегда учитываем, что у нас телефон будет на весу, и лишние ряды нам провязывать ни к чему. Для телефона меньшего размера достаточно будет 10 рядов. Переходим к следующему этапу обвязки края сумочки. После вязания последнего ряда сетки и последнего соединительного столбика делаем одну воздушную петлю подъема. И теперь провязываем в каждую клеточку по 3 столбика без накида. Первый столбик, второй столбик, третий столбик. И на каждом третьем столбике будет маленькое пико из 2 воздушных петель. Первая, вторая. Чтобы сделать пико, заводим за верхнюю полупетлю крючок и за боковую. Выводим рабочую нить и провязываем соединительный столбик. У нас получилось маленькое пико. 3 столбика в следующую клеточку. Первый, второй, третий. 2 воздушных петли для пико. Первая, вторая, соединительный столбик, столбик без накида, на котором провязаны у нас 2 воздушных петельки. При желании можно провязывать третий столбик без накида, верхнюю полупетлю над столбиком последнего ряда сетки. Можно делать так. Принципиально большой разницы здесь нету. 2 воздушных петли, оформляю пико. У нашей сумочки 16 клеточек. Пико нету перед первой клеточкой и не вяжем пико между 8 и 9 клеточкой. Здесь мы будем прикреплять нашу ручку, и нам здесь пико особо не нужны. Завершаем ряд соединительным столбиком с петлей подъема в начале ряда. Ручку мы будем вязать пышными столбиками. Воздушная цепочка и 2 столбика с 2 накидами, провязанными в общую вершину. Чтобы прикрепить надежно ручку с этого края, я делаю 2 воздушных петли подъема, поворачиваю
изнаночной стороной сумочку к себе, беру накид, в соседнюю петлю под верхние полупетли столбика провязываю столбик с накидом, не довязываю его, снова поворачиваю вязание, снова беру накид, в соседнюю петельку провязываю снова столбик с накидом, провязываю накид, и когда у меня 3 петли на крючке, провязываю их в одну петлю. Приступаем к вязанию нашей длинной красивой ручки. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Берем на крючок 2 накида. Заводим крючок в верхние 3 петли предыдущих нижних столбиков. Выводим рабочую петлю. Провязываем первый накид, второй накид. Оставили столбик на крючке. Снова берем 2 накида. Также заводим крючок в верхние 3 петли нижних столбиков. Снова вывели рабочую нить, провязали первый накид, второй накид. Когда у нас 3 петельки на крючке, объединили их общей петлей. Снова вяжем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Берем 2 накида, заводим верхние полупетельки предыдущих столбиков в крючок, выводим рабочую нить, провязываем первый накид, второй накид, оставили 2 столбика на крючке. Снова берем 2 накида, заводим также верхние петли нижних столбиков, выводим рабочую нить, провязываем первый накид, второй накид. Когда 3 петли на крючке, объединяем их общей петлей. 3 воздушных петли. Первый столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами. Объединили. Если у кого-то пряжа потоньше и захочется связать большее количество столбиков, например, 4, посмотрите, как это будет выглядеть. Если вам нравится, вяжите большее количество столбиков. Вот такой красивый жгут у нас получается. Выглядит как вязаная цепочка. Вяжем ручку в полную длину, определяем верность своей ручки, примеряя к себе вместе с телефоном, определяя, на каком месте должна находиться ваша сумочка. Встречаемся, когда довяжем ручку. Я провязала свою ручку длиной примерно 1,10 м. Если ее натянуть и повесить в нее телефон, она будет немножко побольше. Теперь я вот так проверяю, чтобы моя ручка не была перекручена. И буду присоединять ее ко второй стороне. Слежу за тем, чтобы у меня ручка не перевернулась. После последнего пышного столбика провязываем 2 воздушных петли. Берем нашу сумочку, определяем столбики, к которым будем присоединять ручку. Это крайний столбик слева и крайний столбик справа. Завожу в правый столбик крючок, провязываю первый соединительный столбик. Соединительным столбиком перехожу на левую верхнюю полупетлю. Вяжу 2 воздушных петли. Завожу крючок за последние 3 объединенных петельки последнего пышного столбика. Вывожу рабочую нить. Снова провязываю соединительный столбик. Вот у меня получилось, что я присоединилась уже 2 столбиками. Первый, второй. Разворачиваю удобно сумочку. И между 2 столбиков снова свяжу 2 воздушных петли. 1, завела туда же крючок. 2. Это у меня получился такой центральный столбик присоединения к сумочке. И над столбиком с 2 накидами возвращаюсь к сумочке. Довязываю соединительный столбик. Получилось, что у меня 3 столбиками присоединена ручка к сумочке. Разворачиваем сумочку к себе бочком. Определяем удобно нитку. И сейчас мы по этим боковым столбикам пройдемся столбиками без накида. Распределили удобно сумочку в руки, нитку рабочую в руки и вяжем.
На длинный столбик 3 столбика без накида. Раз, два, три. Пико из 2 воздушных петель. Раз, два. Зафиксировали пико. На маленькую клеточку на столбик с одним накидом провязываем 2 столбика без накида. Раз, два. На второй столбик провязываем пико. Раз, два. Зафиксировали пико. На длинный столбик 3 столбика без накида. Раз, два, три. На третий пико. 2 воздушных петли. Соединительный столбик. На маленький столбик 2 столбика без накида и пико. На длинный столбик 3 столбика без накида и пико. Так довязываем по длине всей сумочки до самого ряда, где мы провязывали по 2 пико. Последние 3 столбика без накида и пико провязаны на высоком столбике. И теперь на столбик без накида, который идет от лепестков, провязываем соединительный столбик. Можно немножко подтянуть. Поворачиваем сумочку другой стороной к себе. Делаем петельку подъема и переходим на вязание соединительных столбиков под каждую верхнюю петельку по всему ряду. Заводим крючок сначала под петельки перед пико. Провязали соединительный столбик. Теперь под пико. Провязали под следующие верхние 2 полупетельки. Провязали соединительный столбик. И так под каждые верхние полупетельки проходим соединительными столбиками по всему ряду, не пропуская ни один шажочек. Посмотрели. Они вот такими стежочками на обратной стороне выглядят. Посмотрели, все аккуратно, ничего не пропущено. Продолжаем. Под пико. После пико раз, два, под пико. После пико раз, два, три, потому что это длинная сторона. Пико и простые столбики. Под пико и под простые столбики. Вот сравните ряд без соединительных столбиков, как выглядит. И с соединительными столбиками. Становится более четким и аккуратным. Довязываем соединительные столбики до конца этой стороны. Провязываю соединительный столбик на последний столбик в этом ряду. Отвожу ручку в сторону, провожу нить под ручкой. Вот у меня ниточка проходит теперь под ручкой. И захожу крючком рядом с ручкой. Провязываю снова соединительный столбик. Теперь соединительными столбиками перехожу на верхний край сумочки и также прохожу под каждую верхнюю полупетельку и под пико соединительным столбиком. Соединительными столбиками прохожу по всей этой стороне до момента, где закреплена вторая часть ручки. Провязала соединительный столбик над последней клеткой перед ручкой, захожу также соединительным столбиком под первый столбик крепления ручки, под средний столбик крепления ручки. Опять располагаю бочком сумочку удобно к себе и начинаю провязывать столбики без накида. По 3 столбика на длинную клеточку в конце пико
И 2 столбика на маленькую клеточку. На второй столбик пико. Так же, как мы обвязывали первый бочок сумочки, обвязываем и второй бочок сумочки. 3 столбика на длинную клетку пико, 2 столбика на маленькую клетку и пико. Также доходим до столбика без накида, который стоит между лепестков. На него провязываем соединительный столбик, разворачиваемся и по всей стороне возвращаемся сюда соединительными столбиками. Провязали 3 столбика по последней длинной клеточке, пико провязали. Находим столбик без накида, провязанный между 2 лепестков, и на него провязываем соединительный столбик. 1 петелька подъема, разворачиваемся и начинаем провязывать соединительные столбики по всему ряду. Обратно возвращаемся к верхнему краю сумочки. Довязываем ряд до конца. Провязала последний соединительный столбик, разворачиваю к себе удобно сумочку, провожу ниточку под ручкой и прохожусь по второй стороне сумочки соединительными столбиками. Вот первый соединительный столбик под столбиком крепления ручки, а дальше просто на столбике без накида. Вот так мы уголочком развернулись и пошли в нужном нам направлении. Довязываем столбики по этой стороне до следующей ручки. Провязываю последние столбики около ручки. И теперь петлю можно вытянуть, ниточку обрезать и завести ее незаметно в столбики без накида. Вывожу ниточку, подтягиваю последний соединительный столбик, завожу нитку в иголку. Завожу ниточку на изнаночную сторону. Вот здесь мне не очень нравится петелька наверху. Вот выйду снова сюда иголочкой и подберу эту петельку. И вот так ее верну на место. Все, красота, прям другой вид. Все, делаем узелок, прячем ниточку. Раз. Два. Наша сумочка готова. В принципе, эта сумочка уже полноценное, красивое изделие. И в ней уже прекрасно будет чувствовать себя телефон, и сумочка будет прекрасно дополнять наш наряд. При желании можно связать еще вот такой цветок, пуговичку, вот такой вот шнурочек длинный, завязку. Об этом расскажу в следующем видео. До новых встреч!